Сейчас очень актуальна тема о вибрации Земли, о том, что идет определенная трансформация, вибрации Земли повышаются, и это влияет на людей. Насколько это правда, поскольку очень многие наблюдают определенные феномены, рассказывают о них, либо это уже массовая истерия и фантомы, которые они видят? Это неизбежный процесс. Вибрации Земли растут, и в какой-то степени они вызывают массовую истерию. Потому что истерия возникает из-за того, что люди не готовы принять эти частотные характеристики, точнее не все. Действительно, вибрации Земли растут. Мы знаем, что еще в 90-х годах она была 7,8 Гц. Сейчас скачки до 100. Можете себе представить, что с человеком, с его сознанием должно произойти, чтобы такой быстрый перепад частотной характеристики произошел. Вибрации Земли растут, потому что это закон свыше. Огненные энергии здесь присутствуют, энергии трансформации. Люди должны менять свое сознание, не застревать на том, что им приятно, понятно, и в этом оставаться, а именно переходить в другое сознание, в другое измерение, не как местность или плоскость, или, скажем, пространство, а именно как внутреннее состояние. То есть мы должны пробуждаться, становиться шире, расширение космического сознания, расширение горизонтов познания. Все это вместе как раз-таки связано с частотной характеристикой и с тем, что сама Вселенная вибрирует, и Земля, соответственно, тоже. У Земли есть свои законы, у Земли есть свои пожелания, если хотите, у Земли есть свои задачи. Это живая сущность, которую мы, в общем-то, замучили в какой-то степени. И, естественно, чтобы сейчас пробудить человеков, то есть детей своих, она, не уничтожая, но достаточно интенсивно, пробуждая себя, заставляет пробудиться и всех остальных. Потому что все, что связано с Землей, все, что связано с этими законами, с законами самой Земли, потому что Земля – это не физический объект, это энергия в форме. Соответственно, все, что с этими законами связано, должно быть преобразовано. Если люди не меняются, то они вынуждены будут меняться. Если они сопротивляются, то они будут уходить с экрана жизни на другие уровни, дожидаясь там, трансформируя свое, как говорится, понимание, приобретая какой-то опыт, возвращаться снова. Приобретение опыта возможно только на Земле, но когда я говорю «приобретая опыт», это значит какое-то понимание. Поэтому, естественно, Земля, она вибрирует в направлении развития. Это высокочастотные излучения, которые необходимы для того, чтобы сознание людей изменилось. И все превратились в тех, кто будут действительно в сотворчестве, тех, кто будут творить, развиваться и пробуждать в себе высокие качества вибраций. А как это физически проявляется? Как люди ощущают изменения эти? Это какие-то видение, особый интерес к духовным практикам, либо это физические изменения, болезни? Как это ощущается? Тонкий материальный проявленный мир, или то, что называется потусторонним миром в современной жизни, становится очевидным для нас, для всех. Грани между этим физически проявленным, достаточно примитивно поданным, да, миром и тем, что есть вот этот вот тонкоматериальный, грани эти стираются. И мы очень часто наблюдаем, что в людях пробуждаются феномены, пробуждаются различные какие-то качества, способности, которые, в общем-то, иногда являются препятствием или тем, что очень сильно мешает людям жить. Состояние здоровья меняется. Сейчас очень много говорят о пробуждении ДНК. Да, это происходит действительно. Пробуждается ДНК. Это значит, пробуждается информация. То есть идет процесс активизации особых энергий или особого рода энергий, которые будут работать в направлении трансформации сознания, вплоть до клеточного уровня. Это сопряжено с переживаниями в теле. Многие люди болеют, многие люди начинают что-то слышать, что-то видеть, пугаются этого. Это говорит о том, что нам всем предстоит сейчас заниматься тем, чтобы сделать свое сознание более возвышенным, развиваясь, познавать законы космоса, законы природы. Это закон.
А как вы считаете по поводу вот пятимерного измерения, в которое переходит Земля? Это действительно так или есть какие-то другие интерпретации? Это несколько двойственная информация. На самом деле люди находятся неосознанно во всех измерениях сразу. Осознание того, сколько измерений ты охватываешь своим сознанием, связано с вашим уровнем развития. Например, есть люди, которые живут только трехмерным сознанием, а есть люди, которые двумерным сознанием живут. Они живут в трехмерном, но их сознание настолько смутно, что, в общем-то, это связано как бы со вторым измерением только. Это отклонение. Не существует так, что человек не находится сразу в этом многомерии. Поэтому говорить о том, что мы из одного перейдем в другое, это не совсем правильно. Но в этом есть, конечно, доля правды, потому что мы действительно переходим. Эволюционный рост, эволюционный виток связан с восхождением, с каждым шагом, с постепенным, постепенным поднятием, восхождением. И поэтому можно сказать, что из одной ступеньки мы, перешагивая, закрепляем свой уровень на другом уровне, да, на другой ступени своего развития. Но при этом всем одновременно мы находимся сразу во всех измерениях. Если есть 5-е измерение, то есть и 25-е измерение. Просто уровень сознания не готов к тому, чтобы принять 11-е измерение, 16-е измерение, хотя там есть существа, хотя там есть так называемые сущности, которые, в общем-то, транслируют какую-то информацию. И сегодня очень сложно людям даже сигналы из космоса распознать. Да? Не существует таких декодеров сейчас, которые могут такие тонкие процессы дать как знание, как информацию. Ну а люди, которые занимаются саморазвитием, йоги, которые идут по пути йоги, они пробуждают свой мозг до таких уровней и способностей, которые позволяют им распознать все эти высокие знания. Это связано с переходами в различные измерения. То есть мы можем своим сознанием быть в каком-то измерении, быть во многих измерениях, или можем никуда не стремиться, но находиться бессознательно во всех измерениях сразу. Допустим, возьмем за основу 12 уровней сознания или 12 измерений. В обычном физическом существовании мы находимся в трехмерном пространстве, плюс время – это 4-е. 5-е – это уже за пределами времени измерения. Соответственно, человек, который себя развивает, он может быть сразу тем, кто охватывает несколько измерений. Есть люди еще большего развития, достигшие, они могут охватить сразу 8-9 измерений. Их людьми-то назвать сложно, потому что это уже уровень ангельский. Уровень уже таких ученых, за пределами обычных ученых. Это космические уже проявленные умы, проще говоря. Ну или космическое сознание. Поэтому мы все в себе объединяем все измерения. У нас есть 7 чакр, это 7 уровней сознания. 7 уровней сознания, которые объединяют в себе вот эту вот всю божественность. Тем не менее, сознание, допустим, может быть застрявшее в какой-то степени, на 1-й и 2-й чакре не может понять, что из себя представляет 3-й уровень, 4-й и так далее. Это все измерения. Все зависит от развития человека. Правильно ли будет сказать о том, что мы сейчас находимся в переходной точке? Или эта трансформация, она уже по экспоненте будет продолжаться достаточно интенсивно? Вселенная всегда развивается, она никогда не останавливается. Она может остановиться только тогда, когда ее свернут в точку, и она исчезнет. Есть расширение, есть сжатие. Этот процесс, он неизбежен. Сейчас идет процесс расширения. Причем ускоренный процесс. Поэтому мы обязательно, хотим мы того или нет, вынуждены будем развиваться. Поэтому я и призываю к тому, чтобы люди занимались духовной практикой, чтобы элементарно понять, что происходит, как минимум, и поддержать свой уровень существования, потому что тела страдают. Тела людей, которые не принимают законов, они страдают во имя духовного. Вот. Поэтому я призываю к тому, чтобы заниматься духовной практикой и трансформировать свое сознание для принятия этих высоких вибраций. И если мы говорим о том, что нам действительно нужно, то нам нужно создать условия для того, чтобы мы научились понимать, кто мы на самом деле. Тогда проблем не возникнет. То есть у нас получается, что наше тело не готово принимать эти высокие вибрации, и нам нужна духовная практика и подготовка тела, и наше сознание не готово. Как это между собой связано? Тело – это результат нашего сознания.
Наше сознание, если мы говорим, оно может быть разделено на ментальное тело, на астральное тело, эфирное тело и физическое тело. Это я так в общем говорю. И все эти тела вместе нуждаются в развитии. Кто-то развивает свое ментальное тело, он очень много знает, но ничего сделать с этим не может. Это перекос. От этого возникают ментальные проблемы. Кто-то возникает как проявленная сила в ментальном, вернее, в астральном сознании, либо в эмоциональном плане, но он не может контролировать свои мысли, он не может контролировать свой эфирный план, физическое тело. Поэтому развиваться надо очень гармонично. Йога – это путь гармонии. Естественно, да, на всех уровнях должна быть вот эта осознанность. А как крия способствует этому развитию? Вот конкретно в плане трансформации сознания. Крия – это действие, которое мы выполняем в полной осознанности. Полная осознанность, она в себе заключает сразу физически, эфирно, астрально и ментально правильное действие, которое мы берем под контроль. Поэтому развиваются сразу все планы. Крия в этом смысле универсально работает. Это учение тысячелетиями апробировано, продумано. То есть, получается, люди, которые занимаются достаточно большим спектром духовных практик, пытаются найти себя в них, либо найти ответы в этих практиках, они идут по более долгому пути, а в крие это можно достичь быстрее. Это достаточно короткий путь к вездесущему или космическому сознанию. Короткий, открытый путь. Я считаю, крия – это короткий, открытый путь к космическому сознанию. Почему? Потому что мы сразу затрагиваем многие планы и берем под контроль то, к чему в обычных, скажем, системах и направлениях движутся годами, десятилетиями и даже многими воплощениями. Первое, потому что нет знаний. Самое первое, может быть, потому что нет учителя, знаний и правильной методики. Поэтому люди движутся очень долго, эволюционно, от раза к разу. В практике крия-йоги, если вы попадаете к правильному учителю, настоящему мастеру или, как минимум, наставнику, который знает, куда вести или знает, как правильно подать, наставник – это не инструктор. Наставник – это духовный лидер, который обладает своим опытом. Мастер – это тот, кто получил реализацию. Будучи мастером, вы можете дать очень хорошие знания. Когда вы попадаете к нему, вы четко, поэтапно, очень быстро развиваетесь, он вам может дать понимание, и вы, применяя святую науку крия, движетесь уже не так долго, как по эволюции, по витку, а очень быстро, превращая эту спираль эволюции чуть ли не в точку, восходя прямо напрямую. Поэтому мы можем сократить дистанцию в 1 000 000 лет развития за буквально интенсивно практикуя несколько лет практики. А чем обусловлена сейчас такая интенсивная трансформация даже вот в рамках вибрации Земли? Это как-то связано с Золотым веком, югами, которые описаны в Ведах, или как? Это связано с тем, что у Творца есть очень хорошие планы на наш счет. У него есть задача самопознания, если вы хотите, можете даже назвать это саморазвлечением, но это такой термин немножечко не очень духовный, но тем не менее это есть. Он сам себя познает в самом себе, поэтому все то, что сейчас развивается, то есть все вселенные, все миры, в частности наша Земля, сознание человека, это связано с вот этой высокой творческой особенностью того, что Творец, он находится сейчас в процессе пребывания во всех этих аспектах, в более интенсивном, скажем, состоянии, если хотите, для преображения тех, кто является его непосредственно инструментами. Наше тело нуждается в том, чтобы быть хорошим инструментом в руках Творца, и тогда вы поймете, для чего все это нужно. Но сейчас, конечно, умы, забегая вперед, хотят знать результат всего этого, чтобы потом решить, нужно им это или нет. Знайте, что независимо от того, что вы решите, это будет происходить. Потому что уровни сознания сейчас меняются. Космические энергии с точки зрения Вселенной, они неумолимо, в какой-то степени даже жестоки с точки зрения обычного человека. Так же, как и закон кармы. Потому что они не спрашивают, хочет человек, нет, может быть, у него есть привязанности, может, он ничего не хочет. Они просто делают свое дело. Поэтому задача человека сейчас, на сегодняшний день, делать то, что необходимо в направлении сосуществования
или, скажем, того, что называется «я вторю законам Вселенной и я гармоничен с этим». В противном случае будут сложности. Это связано, конечно, с периодами. Очень важно, чтобы люди понимали, где они находятся, кто они, как минимум, где они находятся и чем все закончится. Как Сатья Сай Баба говорит, откуда мы пришли, кто мы сейчас и куда уйдем потом. Это очень важный вопрос. И это, собственно, цель жизни. Но поскольку люди привыкли к тому, чтобы находиться в прошлом, они цепляются за привычное прошлое. К сожалению, многие лишены этого привычного прошлого тем, что происходят события, которые заставляют их уйти от этого привычного прошлого, уйти от каких-то методик, уйти от того, что он, скажем, застрял на том, что он хорошо разбирается в этой методике, но ему надо изучать что-то другое. Точно так же, как уйти, допустим, от того способа мышления или от понимания какого-то, которое уже сделало свое дело, или оно оказалось ошибочным. Людям тяжело развиваться. Это связано с тем, что у них есть ум, который устает, или есть привязанность. Поэтому эпоха меняется, мир меняется, все абсолютно меняется. Большинство людей думают, что они еще находятся в Кали-юге. Есть такой термин. А в реальности уже 319 год, два пары юга, где электрическая сила становится более активной, и мы движемся в направлении магнетической силы, а это уже ментальные процессы. Люди об этом ничего знать не хотят, но те, кто, допустим, знают, они развиваются в этом смысле. Обратите внимание, у нас сейчас появились инструменты, которыми мы пользуемся, которые могут работать без шнуров. Мы достигаем уже таких уровней, где, допустим, тот же Wi-Fi, беспроводная связь. Раньше проводная связь была. Это уже в прошлом. Сейчас беспроводная связь. Это все намекает на то, что два пары юга становятся более активны. Другое дело, что частоты, которые мы используем, они разрушительны. Опять же, если у человека есть хорошая проводимость, и он работает с тем, чтобы пробудить в себе нервные окончания, клетки, тело, то на него радиация так не распространяется. Он выдерживает это все. Вот от этого мы движемся к более космическим уровням. Это все важно и необходимо. И сейчас нас к этому подводит сама Мать-Земля, которая вибрирует уже так, как невозможно. Хотя мы относительно чувствуем себя неплохо. Это тоже милость. А как вы ощущаете, что будет в дальнейшем, когда этот процесс завершится или придет из активной фазы в более плавную? Наши тела превратятся в тело света. Уже сейчас это происходит. Люди, которые не согласны с этим или не хотят развиваться, им придется сменить тела. Потому что смена тела – это значит смена ума в какой-то степени. Ум, который зашорен, который привязан, он требует обновления. Он требует, ну скажем так, того, чтобы его немножечко исправить. Поэтому некоторые люди уходят сейчас. Вы знаете, что очень много сейчас событий в жизни происходит. Люди теряют свои тела в силу обстоятельств, как минимум болезни, войны и так далее. Это все связано с мощной трансформацией. Это называется время перемен, эпоха перемен. В Китае есть даже такое проклятие, чтобы ты родился в эпоху перемен. Потому что люди боятся перемен. Но творческие люди, они вторят этому, они стремятся к этим переменам, потому что они устраивают себе эти перемены. Потому что они знают, что если ты не совершишь шаг куда-то в направлении чего-то, то ты не достигнешь. Поэтому бояться этого не стоит. Если мы доверяемся космическому закону, доверяемся Высшему, самому Творцу, то мы должны спокойно воспринимать все то, что происходит сейчас. И, соответственно, в итоге, доверяясь этому всему, развиваясь, мы должны понимать, что мы придем к очень высоким творческим, духовным состояниям. Как минимум, наше тело превратится в тело света. Это будет достояние каждого. Сейчас это демонстрирует йоги, и для многих это мечта. А в реальности проводимость нашего тела будет настолько высокой, что вы реально будете ощущать ваше тело как тело света. Оно не будет подвержено тому, чтобы умирать так быстро, как минимум, а в итоге совсем не будет умирать, если нужно. Оно не будет подвержено болезням, холоду, голоду, все, что с этим связано. Об этом вы можете почитать, очень много информации есть на эту тему. То есть получается, что сейчас те древние знания и наука Крия, которые вы даете сейчас людям, становятся наиболее активны и важны в жизни каждого, как никогда?
Да, именно так, и оно становится очень популярным, люди хотят достижений, люди хотят сверхспособностей, опять же, это эгоистические помыслы, но это имеет место быть, и люди имеют на это право. Другое дело, что когда мы занимаемся всем этим, по ходу нашего восхождения в обычном состоянии сознания человек не способен пока еще понять эти вещи. Но потихонечку занимаясь, он приходит к тому, что все это действительно мишура, все это шелуха, и он отходит от эгоистических достижений. Он приходит к тому, чтобы быть более духовно выраженным, потому что в нем пробуждаются качества, заложенные свыше. И эти качества, они заставляют в какой-то степени сначала, а потом дают понимание человеку понять, что он является очень высоким аспектом вот этого творения, Творца самого. И в нас есть возможность или качество, которое позволяет нам творить. Поэтому получается, что мы есть творение Творца, которые, в общем-то, должны творить в этой жизни. Творить имеется в виду не натворить, а творить как творчески. Есть такое выражение «творение Творца – творение». Или «творец творения, Творца творения». Вот подумайте на эту тему.